Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, и сегодня мы потестим замечательную педаль от Electro Harmonix. Называется она Pitchfork. Итак, сперва давайте разберемся, что это такое. Это педаль из категории октаверов, гармонайзеров и вот этого всего. Давайте посмотрим на ручки управления и посмотрим, что они умеют, что они нам дают. Итак, у нас, понятное дело, кнопка включения, кнопка переключения из режима срабатывания на постоянной основе и мгновенного нажатия, выбор октавы, вверх, октава вниз и смешение, далее ручка Blend, которая подмешивает сухой и обработанный сигнал, и выбор диапазона, на котором мы смещаем тон. В принципе, все просто. И далее давайте по высотам посмотрим. Здесь режимы от D, это Detune, то есть вы можете еще сэкономить на хорусе, мы это потом все послушаем отдельно. Detune, и далее по интервалам секунды, терции, кварты, квинты, септимы, и дальше вплоть до 3 октав. Ну что ж, давайте послушаем, как это все звучит, и начнем мы с режима Detune. В миксе он примерно наполовину стоит. Ну, для любителей 80-х, Ван Халена и вообще для желающих сэкономить еще и на хорусе, по-моему, отличная штука. Дальше. Меняем строи. Ну, давайте пойдем вверх. Вот стрелочку выбираем вверх. И тут интересно. Ну, малая секунда, это понятно. Такой интервал для гармонизации нам вряд ли понадобится. Скорее, это нужно, если вы, допустим, играете под какой-то минус, и вам, чтобы гитару не транспонировать, просто берете, нажимаете, как бы выбираете интервал и уже спокойно играете. Ну, давайте дальше поставим какой-нибудь более благозвучный, вот на кварту. Квинта. Можно в миксе на полную поставить. Вот, тут уже не остается от исходного тона ничего, то есть только верхняя нота. Выбирайте уже, исходя из вашей задачи, под вкус, смотря что вы хотите. Ну и далее на октаву, например. Ух, жестко. Давайте мы попробуем теперь октаву вниз, наверное. Извините, это было 2 октавы. Вот, и тут мы уже подходим к самому интересному. Богатство функционала этой педали очень большое, скажем так. То есть, если у вас, допустим, нету баса, а надо записать какую-то партию для демки, то можете сделать вот именно так, как я сделал сейчас. Опускаете на октаву вниз, бленд на полную, чтобы гитарного тона не было слышно, подбирайте звук и уже это все используйте как бы непосредственно в демке. Естественно, это не полноценная замена баса, но какой-то такой аналог для демозаписи и для каких-то таких внештатных ситуаций пойдет. И вот, допустим, еще такой вариант попробуем. Смешаем и октаву вверх, и октаву вниз. Послушаем. Ну, тоже звучит довольно прикольно. Для любителей всякого рода стоунера, где там такие штуки используются, по-моему, вполне зайдет. И давайте поговорим еще вот о какой полезной штуке, которая скрывается в этой педали. Когда не нажата вот эта черная кнопочка, педаль превращается в полноценную, ну, практически полноценную замену здоровенной такой Digitech Whammy. Как это работает? Кнопка, когда нажата, вот мы педаль включаем, она повышает, понижает, ну, короче, изменяет тон на постоянной основе. Когда кнопка не нажата, черненькая, вот, мы можем единовременно просто изменять тон.
Единственное отличие, у вами есть ход педали, который позволяет более плавно эту октаву, или сколько там мы, насколько меняем интервал, регулировать. То есть пиу, повышаем. А тут она будет срабатывать одномоментно и резко. Ну а когда вы играете соло в духе Стива Вая или Сатриани, они, насколько я помню, любители использовать такие штуки, да или в рифах, как Даймбэк, например, любил, то вполне достаточно такого одномоментного нажатия. Ну давайте послушаем, как звучит педаль в режиме, как стандартная вами. Кроме того, вы можете здорово разбавить ваше соло всякими вот такими фишками, кидающими ноты на октаву, на две, в общем, на любой интервал, который вы выберете. Что же мы имеем в итоге? Педаль, на мой взгляд, является не совсем обязательной для такого небольшого походно-полевого педалборда, но если у вас такой достаточно большой чемодан, если вы любите ковыряться, экспериментировать со звуком, то это очень крутая штука. Во-первых, она умеет делать детюн, она клево работает как вами. Кстати, все мы помним размеры стандартной Digitech вами. Это вот такой здоровенный короб весом 1,5 килограмма. И мой выбор в сторону вот этой педали, а она у меня была в педалборде, был обусловлен именно, в первую очередь, габаритами. И, кстати, питанием. Там у Digitech не все в этом плане хорошо. Кроме того, вы можете эту педаль использовать для съема и исполнения композиций в нетипичном для вас строе, чтобы не плодить там 10 гитар для строя ре, до там или еще куда-то. Просто опускаете строй, меняете на тот, который вам нужен, и уже что-то можете подобрать. Полноценно как бы звук это не сымитирует, но позаниматься можно. Плюс на концертах, допустим, можно поиграть на 7-струне без 8 струны, просто эмулируя эту 8 струну, ну и так далее. В общем, педаль крайне интересная, и для любителей поэкспериментировать со звуком я ее настоятельно рекомендую. Если вам не хватает исходного функционала педали, то есть еще дополнительный разъем для подключения педали экспрессии, с помощью которой вы можете более гибко регулировать высоту тона, на которую вы, собственно, исходный тон меняете. Друзья, пишите в комментариях, кто какими гармонайзерами пользуется, вообще свой опыт на эту тему. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, нажать на колокольчик, зайти к нам в Инстаграм и группу ВКонтакте. И до скорой встречи. Димон, твое чуть-чуть, мне педаль надо как бы нажимать. Двигай. Педаль как надо. Все нормально, да. Поехали. А? Ты видел сторонний... Видимо, так не срабатывает. Поехали. Ну давайте посмотрим, как звучит. Ну давайте послушаем, как звучит педаль вот в режиме как стандартная вами, то есть.